На саммите в Британии, тем временем, Азербайджан творит цирк. Главный сказочник Алиева, его помощник Хикмет Хаджиев, сообщает, что Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне на полях саммита Европейского политического сообщества. Послушай Баку и пойми с точностью да наоборот. Впрочем, я не могу полностью исключать, что Пашинян действительно отказался. По большому счету, о чем ему говорить с Алиевым? О смене Конституции? Или Западном Азербайджане? А самое главное, кто будет фиксировать результаты встречи, кто посредник? Это немаловажно. Когда алиевский сказочник Хаджиев запевает грустный мугам о том, что Армения препятствует мирному процессу, сразу понимаешь, что Алиеву надо срочно отвести внимание от чего-то другого. В данном случае это от необоснованных требований об изменении Конституции Армении и от территориальных претензий на всю Армению. Вообще зря Алиев приехал в Лондон. Даже спонсоры из British Petroleum не спасут его от выноса мозга. Сначала Хикмет Гаджиев, а потом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявили, что отказ Армении встретиться в Лондоне не способствует мирному процессу. Я, конечно, не располагаю никакой информацией, но есть вероятность, что Азербайджан отклонился от неких своих обязательств и теперь путем организации такой встречи пытается представить ситуацию в удобном для себя ракурсе. Отказ же, скорее всего, означает, что Азербайджан должен выполнить домашнее задание и после этого выйти в люди. Тем временем армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана в рамках саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, однако азербайджанская сторона отклонила это предложение. Предложение армянской стороны действительно. Шли слухи, что Алиев один не хотел общаться с Пашиняном и хотел провести беседу в присутствии нового премьер-министра Британии Кира Стармера, на что, по азербайджанской версии, Пашинян дал отказ. Послушай Баку и пойми с точностью да наоборот. Я же говорил, что они сами отказались, а теперь хотят с больной головы на здоровую. Так страшно один на один общаться с твоим оппонентом? Или уже привыкли, чтобы у вас были турецкие или российские посредники, которые будут топить за вас? Но я по-прежнему считаю, что говорить с Алиевым решительно не о чем. Армянская сторона также подтверждает свое предложение активизировать переговоры на высшем и высшем уровне и в течение месяца достичь подписания мирного соглашения, сообщает МИД Армении. Хикмет Гаджиев снова соврал, заявив, что Армения якобы отказалась от встречи. Премьер-министр Пашинян не только не отказался, но готов прямо сейчас провести двустороннюю встречу с Алиевым. Между тем, именно Алиев отказался от двусторонней встречи и заявил, что азербайджанская сторона готова провести трехстороннюю встречу с участием премьер-министра Великобритании. Элементарный вопрос. А почему произошла эта ситуация с взаимными обвинениями? Ведь если стороны заинтересованы в достижении мира, то для них нет никакой проблемы в том, чтобы провести дополнительную встречу. Тем более на этапе, когда согласно множеству сливов в прессе, практически все уже согласовано. Значит, что-то не совсем так, как это нам пытаются представить. А не совсем так. Может быть только одно: Алиев боится Путина больше, чем от Запада, и готовит против Армении новую агрессию. И это логично. Если предположить, что Россия намерена наказать Армению руками Азербайджана осенью, то артподготовку к этому необходимо начинать уже сейчас. Для начала нужно попытаться создать Армении имидж неконструктивной стороны, потом, с помощью российских военных на границе, надо попытаться участить случаи перестрелок, далее необходимо ужесточить риторику, сделать необходимые приготовления у себя в стране и вперед, сцена для нового витка обострения конфликта готова. А дальше дело техники: сперва напасть по всему периметру, обвинить Армению в провокациях и нападении, попытаться захватить Сюник, а потом, в случае успеха, ввести туда оставшихся в Арцахе немногих российских миротворцев, сделав «а мы тут ни при чем». И все, обещания выполнены, Россия довольна,
а к Азербайджану претензий по сути нет, ведь миротворят россияне, а азербайджанцы, конечно же, признают территориальную целостность Армении, и далее по тексту. Если об этом сценарии говорю я в своем канале, то возможность попытки развертывания такого сценария не ускользнет и от куда более компетентных людей в армянском МИД, Министерстве обороны и в Генштабе. Отсюда и представленность США и Франции в армянском Минобороне, отсюда и оружейные закупки, отсюда и многое другое, о чем мы уже скромно догадываемся. И действительно, если на уме такой расклад, то зачем встречаться? В Министерстве обороны Армении будет работать представитель армии США. Как сообщает Арминпресс, об этом в беседе заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея. На вопрос, может ли она подтвердить информацию о том, что в Министерстве обороны Армении будет работать представитель американской армии, заместитель госсекретаря США ответила: «Подтверждаю информацию. Это долгожданное событие, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между Соединенными Штатами и Арменией. Это также указывает на исторический факт вступления в новую фазу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях». По скриптум. В ближайшем будущем могут быть запланированы дополнительные совместные учения, и Армения также может начать закупать больше западного оружия и реформировать свои вооруженные силы, чтобы улучшить взаимодействие с НАТО. В любом случае, это именно то, чего хотят добиться США. Россия теряет союзников. Так между нами скажу, армяне, то есть мы были бы очень рады, если российские войска полностью покинули бы Армению. Все равно какой толк от них. Однако маловероятно, что Россия самовольно захочет покинуть Южный Кавказ, поскольку до сих пор она не проявляла такого желания, но если это произойдет, то могут последовать западные гарантии безопасности Армении. То есть не исключено, что в Армении появится сразу два военных баз, одна американская, а другая французская. Отметим, что российская 102-я военная база не является гарантом безопасности Армении в регионе. Эта военная база исключительно выполняет роль наблюдателя, и по большому счету Путину все равно на Армению. Российская военная база своим присутствием мешает нам, чтобы мы могли сюда привести другие западные военные базы. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.